Привет, друзья! Замечательная просто задача. Вы все ее решите, но я покажу. Устное решение этой задачи. Ну, потерпите. Вначале что дано? Дан прямоугольник ABCD, точка М середина стороны АД, а точка К лежит на стороне СД так, что угол БМК прямой. Площадь красного треугольника 96, площадь зеленого 54. Вот требуется найти площадь треугольника БМК, площадь желтого треугольника. Нам предстоит найти. В моем способе решения условие даже слегка избыточно, но я хочу вам предложить в качестве домашнего задания найти площадь треугольника БЦК. Для него это условие подходит полностью. Итак, вначале я напомню вчерашнюю задачу, потому что метод ее решения, ну, фактически позволяет доказать одно замечательное свойство трапеции. Посмотрите, каково оно. Если дана трапеция А, Б, С, Д и точка М серединка боковой стороны, то площадь треугольника БМА составляет половину площади трапеции. Ну и как доказать? Очень просто. Нужно продолжить сторону BC, то есть ровно так, как и было в нашем решении, и провести через точку М прямую параллельную стороне АБ. Все. Тогда в силу равенства треугольников вот этого и вот этого площадь параллелограмма АБПФ будет равна площади трапеции, верно? А площадь нашего треугольника БМА составляет половина площади этого параллелограмма. То есть площадь треугольника – это половина площади параллелограмма, а площадь параллелограмма равна площади трапеции. Значит, площадь треугольника составляет половина площади нашей трапеции. Вот такое замечательное свойство, которое уже рассматривалось на нашем канале, и оно сейчас будет применимо к решению нашей задачи. Посмотрите, вы можете, конечно, рассмотреть эти два треугольника, ввести там переменные x и y, найти коэффициент подобия, зная эти площади, и затем посчитать площадь треугольника БМК, и вы получите в результате ответ 150. Но когда вы сложите 96 и 54, вы тоже получите 150. То есть 96 плюс 54 равно 150. И тогда это будет навевать нас на идею, что есть какое-то простое решение. Действительно, оно есть. Нужно рассмотреть трапецию АБКД. Вот я ее рассматриваю, оставлю только эту трапецию и скажу, в этой трапеции, это прямоугольная трапеция, действительно, точка М серединка боковой стороны. И по доказанному выше получается, что площадь треугольника вот этого составляет 1/2 площади трапеции. Тогда сумма площадей оставшихся треугольников красного и зеленого – это вторая половина площади трапеции. Ну, а 96 плюс 54 дают действительно 150. Вот мое устное решение. Но в качестве домашней задачи я, как и говорил, предлагаю найти площадь треугольника БЦК. СБЦК вам нужно найти самим, и для этого, конечно, нам и понадобится вот этот прямой угол, который, как видите, я не использовал при моем решении. Я рад, что вы досмотрели до конца. Ну, поставьте лайк, не ленитесь, потому что обидно, 7000 просмотров и 200 лайков. Остальным, что не понравилось. Представляете, сколько любителей геометрии не смогут увидеть эту, в общем-то, красивую задачу из-за того, что мы, ну, как бы вот ленимся ставить лайк. А это единственный способ точно, чтобы повлиять на алгоритмы Ютуба и Дзена, и эта задача, наш контент был более доступен. Пока, до новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков.